Восьмая серия – это люксовый автомобиль. Это роскошное большое купе, которое призвано доставить вам удовольствие при езде на дальние расстояния. Комфортный, просторный автомобиль с премиальным оборудованием. Восьмая серия появилась еще в 80-х годах. Она задумывалась как конкурент спорткарам того времени. Но, к сожалению, продолжения в своей генерации она не получила, и компания свернула ее производство. И место большого двухдверного купе заняла шестая серия. Шестая серия получила кузова купе и кабриолет. И лишь в своем третьем поколении она получила гран-купе. Почему третье поколение? Потому что шестая серия впервые появилась аж в 70-х годах. Но компания BMW решила возродить славное имя восьмой серии, и все три кузова от шестой серии перешли в восьмую серию, увеличившись в размерах. В моих руках восьмая серия от подразделения BMW M, а именно M8, но не просто M8, а M8 Competition. Это самая топовая версия M8, которая имеет один из самых мощных двигателей в линейке – 625 лошадиных сил. Она способна разогнаться до 100 км в час за 3,2 секунды. Но зачем вся эта мощность и весь этот гоночный арсенал в городе, где любая малолитражка может составить вам конкуренцию при разгоне от 0 до 10 км в час? Стихия этой машины – это бесконечные трассы, серпантин, а также гоночные треки. И именно туда я и отправлюсь. Так, ладно, коробка в спорт, DC. Off, педаль тормоза зажата, педаль газа в пол. А лаунч активирован! Обалдеть! 160! Фу! Двигатель здесь настоящее произведение искусства. V-образная восьмерка, 4,4 литра и, как я уже говорил, 625 лошадиных сил. Инновацией этого мотора служат две турбины, которые расположены в развале головки блока, и они соединены между собой перекрестным коллектором. Такая технология позволяет добиться максимально быстрого отклика от педали акселератора. Самое интересное, что этот мотор максимально быстро реагирует в любой ситуации. Неважно, стартуете ли вы с места. Если на ходу вы решили нажать педаль газа в пол, машина моментально отреагирует на это и понесется вперед. Своего рода это можно сравнить с динамикой электрических автомобилей. Но электромобили не будут обладать таким потрясающим звуком выпускной системы и самого двигателя. Выпускная система здесь, кстати, имеет заслонки, которые могут регулировать звук. Есть определенные моменты, все-таки это автомобиль городской, где горожанам не понравится громкий звук вашего автомобиля. И поэтому вы закрываете заслонки, и у вас машина становится тише. Более того, так комфортнее ездить на дальние расстояния. Но если вы захотите послушать машину во всей ее красе, звук двигателя выпускной системы, открывайте заслонки, газ в пол и понеслись вперед. Что интересно, вы еще чувствуете двигатель всем своим телом, потому что крепления двигателя намеренно сделаны более жесткими, для того, чтобы не терялась ни единая капелька мощности, и вы могли ощутить всю динамику разгона автомобиля телом и креслом, в котором вы сидите. Ведь при таких боковых нагрузках масло постоянно двигается по двигателю, и у двигателя наступает своего рода голодание. Именно для этого и был размещен второй насос. Конечно, передача всей этой мощности невозможна без трансмиссии. Трансмиссия здесь, как и полагается, BMW 8-ступенчатая Steptronic Sport. 8 ступеней вполне достаточно для того, чтобы реализовать всю мощность и комфортно двигаться на максимальной скорости. Более того, так как это трансмиссия для автомобиля M, она имеет систему Drive Logic, которая позволяет вам в 3 режимах регулировать скорость переключения от более мягких, комфортных при движении в городе, в пробках, где-то там, где много автомобилей, и вы двигаетесь с небольшой скоростью, до максимально быстрых и коротких, чтобы вы чувствовали вот эти удары в спину, почувствовали всю мощь машины и насладились вот этим вот гоночным азартом, который присутствует в этом автомобиле. Как и любая трансмиссия Steptronic Sport, здесь есть система Launch Control, система, которая позволяет вам максимально эффективно реализовать всю мощность на колесах при старте с места. Про механические коробки уже никто не вспоминает, потому что коробки автомат превзошли их на голову, и благодаря системе Launch Control вы можете реализовать всю мощность, весь потенциал автомобиля и уйти с места, достигнув эти 3,2 секунды до 100 км в час.
этой машине стоит иной Driving Experience Control, то есть кнопки, которыми вы выбираете режимы вождения автомобиля. Они здесь заменены на две кнопки. Одна кнопка – это M-Mode, кнопка, которая меняет те самые режимы вождения. А вторая кнопка – это кнопка Setup, которая открывает вам доступ до настроек автомобиля. Вы можете настраивать двигатель, вы можете настраивать шасси, работу подвески, вы можете настраивать рулевое управление, вы можете настраивать даже усилие на педали тормоза и систему MX Drive. Но начнем с режимов M-Mode. Что в них такого особенного? Режимы M-Mode имеют три режима в вашем арсенале. Первый режим – Road. То есть, что следует из названия, он создан для того, чтобы максимально комфортно и безопасно двигаться по городу. Второй режим – это режим спорт, когда вы хотите немножко, скажем так, похулиганить на автомобиле. В этот момент щиток приборов в дизайне меняется. Также меняется и центральный дисплей. А системы помощи вождению переходят в режим предупреждения, то есть они не будут вмешиваться, если вы, например, уйдете со своей полосы. Ну и самый экстремальный режим, который доступен исключительно для M-моделей Competition, это режим Track. Центральный дисплей полностью гаснет. Щиток приборов добавляет вам нужной информации, которая вам понадобится на гоночном треке. Ну а проекционный дисплей получает электронный тахометр и отображает вам выбранную вами скорость. М8 это был тот автомобиль, который впервые получил регулировку усилия на педали тормоза. Благодаря интегрированной тормозной системе, у которой несколько компонентов объединены в единый модуль, вы можете регулировать усилия на педали тормоза от комфортного до спортивного. Кстати, о тормозах. По умолчанию здесь стоят композитные тормозные диски. Они достаточно мощные, они устойчивые к температуре и достаточно выносливые. Но за дополнительную плату, если вы уж, скажем так, гонщик выходного дня, вы можете установить карбонокерамику, которая отличается, во-первых, тем, что она на 5 мм больше, чем стандартный тормозной диск, 400 мм вместо 395 мм. Тормозные суппорта красятся в золотой цвет, но самое основное, эти тормоза невероятно устойчивые к нагрузкам, они выдерживают очень высокую температуру, у них низкий вес, соответственно, снижается неподрессоренная масса, что своего рода положительно влияет на рулевое управление. Как же сохранить все эти настройки, про которые я говорил, и получить к ним быстрый доступ? Для этого на вашем рулевом колесе предусмотрены две красные кнопки, которые сразу же обращают свое внимание. Установив необходимые настройки для определенных условий и режимов, например, одни настройки вы хотите сделать исключительно для трека, а одни исключительно для езды по городу. Вы установили настройки, и на кнопку, допустим, M2 вы устанавливаете настройки для трека, а для кнопки M1 вы настраиваете установки для города. И таким образом вы очень быстро можете переключаться между настройками. Для чего в супермощных и спортивных автомобилях стали использовать полный привод? Для того, чтобы реализовать всю мощность максимально эффективно. Но испокон веков и поныне, и также будет в будущем, все спортивные, я имею в виду гоночные автомобили различных гоночных категорий, имеют исключительно задний привод. Для этого компания BMW разработала специально для M-моделей X-Drive систему интеллектуального полного привода с литерой M, что означает, во-первых, эта система с ориентацией на заднюю ось, соответственно, больше крутящего момента и мощности передается на задние колеса. Но это еще не все. Эта трансмиссия позволяет вам двигаться на заднем приводе, имея максимальную мощность там. То есть все 100% мощности двигателя передаются на задние колеса. Это режим 2WD. Еще вам доступно два других режима. 4WD Sport и просто 4WD. В режиме 4WD вы двигаетесь как в комфортном режиме. Вы завели автомобиль и поехали. Машина, как и полагается системе X-Drive, варьирует крутящий момент между осями. Если вы захотите немножко похулиганить, захотите немножко закинуть заднюю часть автомобиля при выходе из поворота, но при этом чувствуя себя максимально безопасно, вы включаете режим 4WD Sport, при котором машина вам позволит закинуть зад и тем самым
остаться на траектории и выйти из поворота, потому что частично система курсовой устойчивости будут активированы. Это повышает безопасность, и это же позволит вам научиться дрифтить в безопасном режиме. Ну а режим 2WD – это режим, при котором отключены все системы помощи, и здесь уже все карты в руки, как говорится вам. Здесь повышается вероятность того, что вы рискуете полностью развернуть автомобиль. Очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Пожалуйста, дрифтите и штурмуйте повороты на высокой скорости исключительно на гоночном треке, либо в закрытых местах от людей и от других автомобилей. Думайте о своей безопасности и о безопасности других людей. Но если все-таки убрать взгляд с дороги, так сказать, перевести свой дух и оглядеться вокруг, то вы увидите, насколько роскошен и богат интерьер. Уже в базовом оснащении M8 Competition богато оснащен. Вам, по сути, остается выбрать цвет обивки, декоративных планок, ну и добавить либо убрать какие-то опции, которые подходят для вашего комфорта. Конечно же, вам нет никакого дела до того, как эта машина выглядит, когда вы находитесь за рулем и мчитесь по треку, вкатываясь в поворот, или же скользя боком с огромным количеством дыма из-под задних колес. Но по умолчанию любой спортивный автомобиль красивый, потому что он олицетворение скорости и технологий. Вот и M8 выглядит именно так: широкая, низкая, вытянутая. M8 своего рода классика дизайна BMW в современной интерпретации. Горизонтальная решетка, узкие фары с полукольцами дневных ходовых огней, красивые линии бампера с большими воздухозаборниками. Никаких агрессивных решений, уводящих куда-то далеко. Это же продолжается и сбоку, чистые поверхности с красивыми углублениями. А вот сзади я хочу показать вам самый крутой ракурс. Линия крыши настолько поката и настолько примыкает к краю крышки багажника, что кажется, что перед вами среднемоторный спорткар. Если бы капот машины не был бы таким длинным, то этот эффект только усиливался бы. Чтобы усилить в экстерьере гоночный дух, вам доступен карбоновый пакет экстерьера, в который входят накладки на передний бампер, кожухи зеркал, жабры, спойлер и накладка на диффузор. Карбоновая крыша у машины идет в базе. С производства марта 2022 года вся линейка 8 серии претерпит легкий рестайлинг. Компания намеренно решила внести легкие изменения, так как автомобиль изначально получился крайне удачным. Но почему бы не внести легких ноток, чтобы освежить образ машины? 8 новых цветов, новый дизайн дисков и возможность затемнить фары – это новинки экстерьера. Но интерьер же получил увеличенный центральный дисплей до 12 дюймов и новейшие кресла M-Carbon. Автомобили в кузове купе – это определенная категория автомобилей, которые были разработаны под определенные задачи. Тем не менее, они легко справляются с поставленными им задачами их владельцев. Как доказательство, наш видеообзор на 4-ю серию купе, который вы можете посмотреть по ссылке в описании. А вот автомобили M в кузове купе – это уже настоящий снаряд. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и напишите в комментариях, какой из моделей M вам нравится больше всего.